Друзья, всем привет! Продолжаю делать турбореактивный, очень-очень скоростной самолет. Приступил к производству килей. Вот здесь уже разложился. Каждый киль у меня уже состоит из 14 деталей. Киль будет управляемый. То есть здесь будет руль направления. А также хочу организовать воздушные тормоза, чтобы оба руля направления на килях поворачивались в одну сторону. И тогда будет тормозиться вот этот вот мегаскоростной самолетище. Да, на изготовление всех этих деталей ушло около 5 часов. И пришло время склеивать. Решил вам показать, пока еще не склеено. Видите, как здесь все устроено. Будет две карбоновых трубочки. Они будут служить лонжерончиком. Ложатся они в постели из бальзовых течек. Здесь вот так вот оно как бы закруглено. Получается. Сейчас буду склеивать, потом все нужно будет обточить в идеал, потом вырезать рули направления и заклеить карбончиком. Вот так вот. Все заклеил и постарался максимально точно выставить. Хотя еще будет постобработка, но все равно желательно сразу все делать ровно. Вот видите, сходятся и так, и если перевернуть, то тоже должно сходиться. Видите, фиксировал на скотч все это дело. Скотч все-таки выручает. Это, наверное, все-таки самое лучшее изобретение века. 100%. После склейки весь пакет обтачиваю целиком. Получается все вровень. И бальза, и пенопласт. Так как делаю без проекта, всплывают все время какие-то нюансы. Например, один из них заключается в том, что я создал перехлест элевонов, вот этих управляющих поверхностей, которые будут здесь, и рулей направления. Но, так как они будут не особо сильно отклоняться, я немножко задеру их вверх и не буду отклонять их в эти стороны особо сильно, а внутрь, когда будут срабатывать тормоза, они будут отклоняться сильно. И, в общем-то, все получается, что будет нормально. Сделал все необходимые выкройки. Вот эти будут внутри, а сверху будет закатываться цельным листом карбоновым. Расположил по-разному слои, чтобы была жесткость и на кручение, и вот такая продольная и поперечная. В общем-то, это тоже один из плюсов двухслойного покрытия. Также еще из интересного сделал вот такие вставки, покрытые скотчем. Для чего увидите немножко позже. Ну все, развожу эпоксид и закатываем в карбончик. Все застыло. Кажется довольно-таки тяжеленьким. Ну, сейчас проверим. Обдирается, как всегда, просто восхитительно. Видите, даже одной рукой справляюсь. Я здесь тоже загнул, и лобик очень гладенький получился. Композит еще мягенький, его очень легко обрабатывать. Он как ножом режется, так и ножницами. Буду весь самолет закатывать по этой технологии. Какая-то шишка, ребят. Не прижалась. Ну, блин, это косяк. Ну, можно утюжком попробовать пригладить. Поднагреть, потому что она еще до конца не застыла. После предварительной обработки получилась вот такая штуковина. Весит 153 грамма. Красить, наверное, я их не буду, чтобы еще больше веса не добавлять.
Весь самолет придется красить, потому что если его сделать карбоновым полностью, его просто не видно будет. Ну, а сейчас хочется заняться воздухозаборником. Здесь входное отверстие турбины 65 мм. Я сделаю немножко больше. И входное устройство буду делать из алюминия. Вот видите, есть болваночка 75 мм. С нее-то я и сделаю. Хотя надо посмотреть, может что-то большее есть, чтобы кругленько сделать и очень красиво. Материала, который бы очень точно подошел под мои задачи, не обнаружено. Поэтому буду делать с 3 кусков. То есть вот это будет входное устройство. Надо будет кусочек трубы как-то к нему присобачить. Ну и далее еще будет кусочек трубы. Возможно, на конус. Короче, посмотрим, что получится. Супер. Очень легкая получается. Это не может не радовать. Это очень радует. Вот так идет процесс, однако. Экономия металла во всей своей красе. На маленьких оборотиках, чтоб не возникал резонанс. По задумке воздухозаборник будет располагаться где-то здесь. Можно немножко наклонить, чтобы сразу туда попадало. Можно сделать ровно и сделать как бы плавный переход. В процессе посмотрим, как будет интереснее и как лучше. Так и сделаю. Честно говоря, очень трудно, когда мысли все в голове сидят и нет никакого чертежа. Что-что, но воздухозаборник какой-то эпичный получается. Сделал пару шпангоутов. Бальза с карбоном. Здесь вообще толстый слой карбончика сделал, потому что будет пристыковываться люк к этой планке. Внутри придется выдолбить пенопласт и сделать большую нишу под всякую электронику, автоматику, насосы, батарейки и прочие дела. Ну а здесь нужно будет сделать воздуховод плавный, чтобы запитывать воздухом двигатель. По крайней мере, я так задумал. А будет ли все это работать на большой скорости, мы посмотрим. И входное устройство нужно как-то обработать, как-то скруглить и сделать все красиво. Надеюсь, все получится, ребята. Да, в принципе, по-любому получится. Я уже вижу. Буду продолжать двигаться дальше. В следующем видеоролике мы, скорее всего, увидим весь дизайн этого самолета. И можно будет заценить, как он выглядит.
Ну а пока что все. Кому было интересно, подписывайтесь на канал, поддержите лайком. Всем пока, ребята. До новых встреч.